Доброго всем! Сегодня мы поговорим о ГБЦ Volkswagen 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.5 TDI. В данных двигателях используются головки из алюминиевого сплава. Особенности головок блока цилиндров этих двигателей – это места установки насос-форсунок. Как правило, после длительной работы, ориентировочно после 200-250 тысяч пробега, место под насос-форсунку разбивается. Вот наглядный пример. Износ посадочного места, и как мы видим, износ находится напротив крепежного болта. Все дело в том, что форсунка удерживается одним болтом с резьбой М6, а во время работы форсунка испытывает достаточно серьезное напряжение. Незакрепленная сторона начинает шевелиться в посадочном месте, и оно разбивается. Чревато это тем, что в один прекрасный момент топливо пойдет в масло и двигателю придет кирдык. Поэтому в данном случае нужно восстанавливать место под форсунки. Восстановление посадочного места колодца мы осуществляем путем его завтуливания. Установка, как мы его называем, стаканчика из металла. Многие считают, что этого делать нельзя из-за разного расширения разных металлов, ведь мы металлический стаканчик ставим в алюминиевую головку. Однако мы уже много лет ставим металлические стаканчики с натягом в 1/10 и претензий никогда, подчеркну за многолетнюю практику, никогда не было. Что мы делаем? Для начала нужно рассверлить колодцы форсунок в головке. Токарь координатно-расточного станка Виталий устанавливает головку на поворотную плиту, выравнивает головку и фиксирует болтами. Затем обязательно контролирует, ровно ли стоит головка, а в случае надобности корректирует. Затем надежно фиксирует головку. Теперь требуется выставить вертикальную ось. Колодец форсунки идет под углом ГБЦ. Предварительно подставляет брусок. Затем вставляет в колодец мерный цилиндр и, ориентируясь на него, окончательно выставляет головку. Перекос в нулях. Теперь можно и надежно закрепить головку на станке. Затем снимает осевые координаты колодцев. Замеряет первый колодец, это у нас будет 0. Затем промеряет остальные. Фиксирует и их координаты. Выставляет размер и начинает рассверливать посадочные места. Проходит все колодцы поочередно за 3 прохода. Сперва растачивает грубо. Диаметр мест под форсунку составляет 31 и 32 мм. Виталий растачивает под стакан размером 34,5 мм. Естественно, что все они у нас получатся одинаковыми, а значит и токарю будет проще работать. Сперва растачиваем в грубую 34 мм. Проходит этим размером все колодцы. Затем ставит размер на 0,4 больше. Вновь проходит все колодцы и уже под чистовой размер добавляет еще десяточку и опять идет по всем колодцам. Теперь Виталий сделает замер нутромером. Выставляет прибор, перемеряет, и у нас вышло в круговую 34,59. Промеряет полученную высоту будущего стаканчика. Она составила 20,5 мм. На натяг добавляет 0,1, пишет заявку для токаря и отдает в работу. Самое интересное, что нашего токаря винторезного станка также зовут Виталий. У нас есть куча готовых заготовок, выполненных из обычной болванки необходимого размера. Теперь Виталию лишь нужно вогнать предварительные заготовки в требуемый размер. Виталий зажимает в оправке стаканчики, готовит инструмент. Подрезает заготовку по длине, делает требуемый 20,5 мм. Далее приступает к расточке внутреннего диаметра. Контролирует размер. После чистовой обработки измеряет нутромером. Также вгоняет стакан в размер по наружному диаметру. И вот уже стаканчики готовы.
Теперь в этих стаканчиках нужно сделать отверстие. Виталий, который токарь координатно-расточного станка, вновь проверяет стаканчики, но уже на биение. Проворачивает их и видит, что биение в нулях. Устанавливает тиски, зажимает в тисках стаканчик. Берет край в ноль и смещает на 11 мм. Это ровно тот размер, на котором просверлено отверстие в головке. Делает сверление. Понятное дело, что так поступает со всеми 4 стаканчиками. Контролирует размер. Да, 11 мм. Естественно, убирает заусенцы, которые остались от сверления. Для этого использует шабер. Стаканчики готовы. Для того, чтобы запрессовать стаканчики, Виталий нагревает в печи головку. Для запрессовки понадобится направляющая для стаканчика. Вот она такая. Вставляет направляющую в колодец. Теперь стаканчик смазывает герметиком. Выравнивает его относительно отверстия. Берет вот такую вот оправку и молотком уверенно забивает стаканчик. А вот видим отверстия в головке и в стаканчике, и они совпадают. После всех процедур и после остывания, для контроля на всякий случай, отправляет головку на опрессовку. На опрессовке, используя имитаторы форсунок, убеждаемся в герметичности. Работа по восстановлению колодца выполнена, а на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим, и без аварийных вам поездок.